Всем привет, дорогие друзья! Это 9 глава рассказа о сюжете Lineage 2. Наука и технологии достигли своего пика, а ученые гигантов создавали все более масштабные мегапроекты. Такие, как строительство небесной железной дороги, ведущей прямо во дворец богов и океан далеких звезд. А также меняющую погоду лабораторию, построенную вблизи места падения метеорита, излучавшего огромную энергию. В кратере на месте падения метеорита в землях нынешнего Шутгарта гиганты наладили добычу небулитовых руд. Южнее была возведена огромная метеорологическая лаборатория с 3 башнями, где под руководством гиганта Павла проводились эксперименты по изменению окружающего климата. В руднике трудилось множество големов, которые разведывали рудные жилы и бурили породу. Для управления рабочими големами в лаборатории и в рудниках Павел создал голема-администратора Атланту. Под ее управлением големы охраняли лабораторию, помогали в проведении экспериментов и добывали звездные камни в соседних рудниках. Камни использовались в суперкомпьютере, мастере погоды, который позволял изменять климат вокруг. При его работе использовались различные комбинации уникальных материалов: огонь Паагрио, вода Шилен, часть жизни и кристалл света. Для работы с этими материалами Павел создал голема-администратора Венди. В серии квестов обновления C5 рассказывалось, что Павел проводил сложные эксперименты по изменению климата с кодовыми названиями «Летний сезон дождей», «Арктический гейзер», «Радуга после дождя» и «Осенние листья». Одним из основных экспериментов гиганта Павла был проект номер 45 «Вечная весна», который должен был изменить весь климат вокруг на весенний и поддерживать его в нужном состоянии. Для этого суперкомпьютер «Мастер погоды» временно поднимал солнцеподобный огонь Паагрио, инициируя процесс высвобождения произведенной его жаром энергии. Чтобы не допустить опустынивания местности из-за чрезмерного нагрева, для его принудительной стабилизации использовалось магическое силовое поле, созданное водой Шилен. Тепло и энергия, произведенные огнем Паагрио, поддерживались на нужном уровне через мастер погоды, что вопреки силам природы позволило установить весеннюю погоду. Вокруг лаборатории выросло поле цветов, по которому Павел гулял вместе с созданными им големами Атлантой и Венди. Он относился к ним не как к машинам, а как к своим друзьям. Другие гиганты не отличались подобной добротой. Несмотря на свою мудрость, они стали чрезмерно высокомерными и жестокими. Созданные ими расы были для них всего лишь расходным материалом для достижения цели. Гайдбук рассказывает, что обладающие наибольшим среди зверолюдей интеллектом Кельмахумы становились все более недовольными, когда осознавали тот факт, что гиганты обращались с ними как с инструментами. Обладая высокой плодовитостью, они увеличивали количество особей своего вида, и по мере того, как они расширяли свою власть, их недовольство против гигантов росло и в конечном итоге привело к их восстанию. Во время восстания произошел несчастный случай, в результате которого заразные споры болезни полнолуния, превращающие людей в оборотней, были рассеяны из лаборатории гигантов и заразили домашний скот. В результате заражения появились новые неожиданные расы существ. Одна из них – Минотавр, огромное существо с красновато-коричневой кожей и головой быка. Поскольку заражение произошло случайно, появилось не так много особей, однако благодаря очень долгой жизни некоторые особи дожили даже до момента игры. Самый известный из них – воин-минотавр Галконда. Распространение ядовитых спор было опасным инцидентом, однако настоящая катастрофа произошла на другом конце мира в метеорологической лаборатории, где Павел работал над приходом вечной весны.
Временное установление весенней погоды стало прорывом в эксперименте, но что-то пошло не так, и из-за ошибки в предохранительном устройстве в северном крыле лаборатории произошел взрыв. Големы-хранители без энергии огня по Агрио потеряли свои силовые поля и были рассеяны повсюду, а экскаваторные големы, потеряв сигнал, перестали работать. Атланта и Венди без мощного источника энергии заснули на тысячи лет. Когда игрок в C5 говорит с Венди, она вспоминает огромный шпиль арбитра, изменяющий жизнь эликсир Мимира и меняющий небо исследования Павла. При этом интересно, что сам шпиль игроки увидят только в обновлении Камаэль. Взрыв в лаборатории привел к катастрофе огромного масштаба, и вся местность вокруг погрузилась в лед. На другом конце мира восстание Кельмахумов охватывало все большую территорию Грации. Вскоре к ним присоединились и другие химерные существа. Ведущую роль среди восставших играло племя Кельмахумов Алгейт с серебряной шерстью. Число существ, желающих сбросить тиранию гигантов, постоянно росло. Гиганты же под руководством императора Хелиуса ради земного господства были готовы не только отнять жизни любых созданных ими существ, но и жертвовали своими ради получения силы. Используя специальные свитки, они модифицировали свое оружие и броню. Благодаря изобретению легендарных доспехов Иксион, полностью облачавших владельца и приводимых в действие энергии живого организма, они получили самую сильную броню из когда-либо созданных. Благодаря специально созданным кодексам, они довели свои боевые навыки до предела, но им всего было мало. Поэтому они прибегли к так называемому пробуждению. Это была церемония наследования, созданная для обретения большей силы. Гиганты прошлого хранили души великих героев в книге света для подготовки к будущему. Нынешние гиганты использовали записи ада у статуи гигантов прошлого, чтобы попытаться наполнить себя силами древних героев. Большинство гигантов, которые пытались это делать, не могли противостоять силе древних душ и погибали, пытаясь поглотить силы, но некоторые могли пробудить их в себе. В стремлении к мировому господству гиганты не останавливались ни перед чем, а жизни восставших на Грации уж тем более волновали их в последнюю очередь. Перед лицом подавляющей силы зверолюди потерпели сокрушительное поражение, и восстание было жестоко подавлено. В L2 Essence появилась информация о том, что в восстании принимали участие некие эльфы света, которые, потерпев поражение, запечатали себя вместе с деревней, находившейся в корнях древа жизни. Все посмевшие кинуть вызов гигантам химерные существа оказались под угрозой полного истребления, и лишь дальнейшие события позволили им выжить. В обновлении Goddess of Destruction стало известно, что Шилен обратилась к гигантам, готовящимся к войне с богами, и убедила Гермункуса украсть часть силы Эйнхасад, что ему и удалось. Это обрушило ее гнев на гигантов, и она раскрыла их секретные приготовления и лабораторию по созданию Камаэль.